Привет, друзья! Этот канал об интересных фактах и событиях. Их можно любить или ненавидеть. В нескончаемых спорах об этой собаке редко бывает какое-то среднее мнение. Его прошлое не умещается в черно-белые оценки. За его силой и бесстрашием всегда стояла не только генетика, но и человек. Тот, кто направлял, формировал и порой ошибался. Пожалуй, именно это делает историю породы такой неоднозначной. Сегодня мы прикоснемся к теме о породе, которая вызывает бурную реакцию среди неравнодушных людей. Самая противоречивая и обсуждаемая порода, вызывающая восхищение и восторг, страх и споры – это американский питбуль-терьер. Досмотрев до конца, вы поймете, почему. История происхождения. Чтобы понять, откуда появилась эта собака, нужно вернуться в Англию XVIII-XIX веков. Тогда в стране существовал особый тип псов – староанглийский бульдог. Эти мощные собаки выводились для участия в кровавых зрелищах травли быков. Однако в 1835 году буллбейтинг был официально запрещен, и прежний бульдог оказался без профессии. В новых условиях англичане начали искать более подвижную, азартную и универсальную собаку и стали скрещивать староанглийского бульдога с разными терьерами. Так возникло то, что назвали буль и терьер не отдельная порода, а целая группа смешанных собак. Они объединили выносливость бульдога с неутомимостью терьеров. Эти собаки использовались и на фермах, и в подпольных боях, и для охоты на вредителей. Именно из этой разнородной группы позже вышел американский питбуль-терьер. В XIX веке вместе с эмигрантами из Англии и Ирландии эти собаки пересекли Атлантику. В новом свете они стали незаменимыми помощниками на фермах. Часть их использовалась и в боях, которые оставались популярными. В Америке из этих рабочих собак сформировался особый тип – сильный, гибкий и ориентированный на человека. Его и стали называть американский питбуль-терьер. Важно отметить, термин питбуль сам по себе не обозначение одной породы, он часто применяется обобщенно, к нескольким близким по происхождению собакам. Американский питбуль-терьер и стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер, а иногда и бультерьер. Из-за этого и возникает путаница, когда разные собаки называются одним словом питбуль. В начале 20 века пути этих собак разошлись. Часть американских заводчиков захотела придать породе более уравновешенный внешний вид и направить ее к выставочному стандарту. Так из рабочих пит-терьеров была сформирована отдельная линия – американский стаффордширский терьер. Ее признал американский кеннел-клуб, установив строгие требования к экстерьеру и темпераменту. В то же время американский питбуль-терьер остался вне клуба. Его разводили по практическим качествам, регистрируя в других организациях. Так появились две ветви одной генетической линии – Амстаф для выставок и семей и американский питбуль-терьер для работы и спорта. К концу 20 века на основе этих пород начали формировать були-линии, включая американского були. Это уже не бойцовские и не рабочие собаки, а декоративно-атлетический тип с устойчивой психикой. Генетические исследования показывают, что у питбуль-терьера, стаффордширского терьера и современного були общие корни, но цели разведения и стандарты радикально различаются. Образ питбуля в обществе складывался не только благодаря генетике, но и под влиянием истории и медиа. В разные времена его считали то собакой, нянькой и компаньоном, то угрозой общественной безопасности. Этот контраст в репутации собаки – еще одно отражение сложной судьбы. Физические характеристики породы. Американский питбуль-терьер – собака средних размеров, крепкого, атлетического сложения, хорошо выраженная мускулатура, короткая гладкая шерсть и пропорциональный слегка квадратный корпус. Ориентировочные параметры. Рост примерно 40-3,56 см, вес обычно в пределах 14-30 кг. Эти диапазоны различаются в зависимости от того, к рабочей или шоу-линии
принадлежит собака. Шерсть короткая, плотная, блестящая, не требующая сложного ухода. Окрасы встречаются почти во всех вариантах. Однотонные, двухцветные, тигровые, за исключением некоторых редких комбинаций. Голова масштабна, но не громоздка. Череп широкий, переход от лба к морде заметен, челюсть сильная. По умолчанию у питбуль-терьера натуральные полустоячие, приподнятые уши. Купирование ушей распространено, но не обязательно. Поэтому у современных питбулей можно встретить и природные уши, и купированные. Хвост обычно не купируют. В реальности среди собак, которые называют питбулями, выделяют две заметные группы. Терьерный тип – более высокий, атлетичный, приспособленный к длительной активности и спортивной нагрузке, ближе по пропорциям к рабочему питбуль-терьеру. Бульдожий тип – более низкий, коренастый, с широкой грудью и массивной головой. Этот тип сформировался в ходе селекции, ближе к декоративному булли. Называть одну из них лучшей с точки зрения характера или более питбулевой некорректно. Это разная селекция под разные цели. Друзья, в видео используются иллюстрации, созданные автором. В нашем портфолио собраны все породы собак. Если вы хотите ознакомиться с ними или приобрести для личного либо коммерческого использования, переходите по ссылкам в описании канала. А мы продолжаем. Интересные факты. До того, как питбули обрели дурную репутацию, их считали американскими героями и изображали на плакатах времен Первой мировой войны. Название породы питбуль-терьер происходит от слова «пит» — яма, где когда-то проходили собачьи бои, что напоминает о боевом прошлом породы. Собака-нянька никогда не была официальным названием породы. Сила укуса питбуль-терьера достигает примерно 235-250 фунтов на квадратный дюйм. Это сопоставимо с укусом взрослого волка или гепарда. Питбуль Бад сопровождал Горацио Нельсона Джексона в путешествии по стране в 1903 году и участвовал в соревнованиях. Его очки выставлены в Смитсоновском институте, а сам Бад стал лицом рекламной кампании The Outer Era. Стаби, сержант Питбуль, стал первой боевой собакой Америки во времена Первой мировой войны. Он прошел подготовку, отвечал на сигналы горна, маршировал с солдатами и отдавал честь. Стаби был достаточно умен, чтобы понимать разницу между английским и немецким языками. Он использовал эти навыки, чтобы определять, каким раненым солдатам нужно помочь на поле боя. Во Франции Стаби вынюхал немецкого шпиона, укусил его за зад и не отпускал до прибытия помощи. Собака выжила после воздействия горчичного газа и предупреждала солдат о новых атаках. Солдаты его полка носили нашивки Стаби на противогазах. За службу генерал Джон Джозеф Першинг наградил Стаби золотой медалью за героизм, и это была не единственная его награда. Хотя питбуль-терьер никогда не являлся штатной породой для полиции или армии, поскольку они традиционно предпочитают породы с устойчивой психикой, таких как немецкая овчарка, бельгийская малинуа, лабрадор. Есть случаи, когда питбуль-терьеры успешно проходят подготовку для работы с полицией, в том числе как наркоконтрольные собаки. В США есть примеры, когда из приюта спасали собак, ожидавших эвтаназию, и обучали их для работы в местных полицейских департаментах и на тюремной службе. Несколько питбуль-терьеров участвовали в поисково-спасательных операциях после терактов 11 сентября на местах Всемирного торгового центра и Пентагона, а также после катастрофы шаттла НАСА в 2003 году. Многие пит-типы успешно участвуют в соревнованиях по вейт-пулингу. Существуют зарегистрированные рекорды 2700 и даже 5360 килограммов на соревнованиях International Weight Pool Association. В среднем сильные представители породы тянут 30-40 раз больше собственного веса. Особенности характера и поведения. Американский питбуль-терьер, пожалуй, самая неоднозначная порода. За ней история работы, спорта, но рядом социальные страхи и юридические ограничения. Поговорим о характере собаки без мифов.
В стандарте породы питбуль-терьер описывается как собака активная, уравновешенная, с ярко выраженной мотивацией к действию и готовностью сотрудничать с владельцем. Заводчики и кинологи отмечают у питбуль-терьера характерную азартность, внутреннюю стойкость и упорство в достижении цели. Недостатки — склонность к зооагрессии, тревожному и деструктивному поведению. Рабочие линии питбуль-терьера чаще дают собак с высоким уровнем энергии, с сильным охотничьим драйвом. Линии, близкие к выставочным или ориентированные на экстерьер, демонстрируют более уравновешенный темперамент. Агрессия как врожденная черта для собак пит-типа не является универсальной. В большинстве случаев ее проявления связаны не с генетикой, а с ошибками человека, неудачной селекцией, отсутствием воспитания, стрессом или провоцирующими обстоятельствами. Питбуль-терьер, как порода, создавался человеком для боев. Для этой цели нужны были определенные качества у собаки, повлиявшие в итоге на ее психотип, склонность к агрессии, повышенная возбудимость, в сочетании с физической силой и энергией. Так в чем же противоречивость, неоднозначность этой породы? В исследовании организации DogsBite говорится, что в США за период с 2005 по 2019 год большинство смертельных случаев от укусов собак, 66,2%, связаны с питбулями. На втором месте находятся ротвейлеры, около 10%, а остальные породы суммарно составляют лишь четверть всех случаев. Всего за 15 лет зафиксировано 523 смертельных инцидента. Исследования травматологических центров показывают, что среди несмертельных тяжелых укусов, требующих хирургического вмешательства, 39-53% приходится на собак пит-типа, а значительная часть жертв – дети, в среднем около 6 лет, особенно при укусах головы и шеи. Американские питбуль-терьеры запрещены или ограничены к содержанию в ряде стран Европы. Полный запрет на их содержание существует в Великобритании, Израиле, Турции, Австралии и Новой Зеландии. В странах с ограничениями владельцы обязаны выполнять ряд требований, схожих с требованиями для владения оружием, включая регистрацию собаки, обязательное страхование ответственности, использование намордника и запрет на разведение. Статистика трагедий, связанных с этой породой, довольно высока, и отчасти вот почему. Ввиду компактности питбуля и его гладкой шерсти, предпочтение чаще отдается его содержанию в доме или квартире. К тому же он плохо переносит низкие температуры. И это тоже причина появления его в доме рядом с вами, вашими близкими, детьми и другими обитателями жилья. Риск трагедии в этом случае значительно возрастает по сравнению с содержанием собаки в вольере. У каждого вида в животном царстве существуют устойчивые признаки характера, присущие этому виду или породе. Например, волк из семейства псовых. Характер волка тысячелетиями формировался самой природой и условиями жизни. И даже воспитанный в неволе с рождения волк остается волком в нашем с вами понимании. И ни один здравомыслящий человек не додумается содержать его в квартире рядом со своей семьей, и тем более оставлять его наедине с ребенком. Мы им не доверяем, хотя есть, конечно, исключения. Например, случай с семьей Берберовых в СССР. В этой семье жили Лев Кинг и Пума. Этот лев был исключением и жил в одной квартире с семьей с 2 детьми, довольно мирно и безобидно. Снялся несколько раз в фильмах и был всеобщим любимцем. По роковой случайности его застрелили милиционеры, когда он оказался на улице. Вскоре эта же семья взяла себе другого львенка и также вырастила его дома до огромного льва. Его звали Кинг II. Но исключения из правил всегда лишь подтверждают, что сами правила существуют. На этот раз Берберовым уже не повезло. Произошла трагедия, унесшая жизнь их ребенка. По одной из версий, атаку льва спровоцировала Пума. Но от этого никому не легче. И казалось бы, при чем тут львы, если мы говорим о собаках? Дело в том, что у нас нет статистики по львам или волкам, есть только примеры. А по собакам статистика есть, и она говорит о том, что по вине лабрадора, например,
нет смертельных случаев. В 1980-х годах в США была попытка улучшить репутацию питбуля. В медиа активно использовалось прозвище «собака-нянька», хотя официально как название никогда не применялось. И вряд ли вы станете проверять это утверждение на своих детях. Это большой риск. Конечно, риск бывает разный, оправданный и неоправданный, то есть безрассудный. В XIX веке в России существовала такая забава среди офицеров для привлечения внимания или демонстрации своей храбрости. Она называлась «русская рулетка». Было два вида этой забавы, отличающихся по степени риска. В первом случае револьвер заряжался всего одним патроном, например, из 6 возможных, прикладывался к голове и спускался курок. В этом случае шанс погибнуть был 1 к 6, то есть 16%. Во втором случае револьвер заряжался 5 патронами, отсутствовал только один. Риск в этом случае 5 к 1 или 83%. В описании характера питбуль-терьера есть утверждение, что грамотно воспитанная собака нередко демонстрирует удивительную терпимость к детям и устойчивость к стрессу. А как вы считаете, существует ли оправданный риск, если речь идет о ваших детях? Смогли бы вы доверять собаке с такой репутацией? Ведь никто не даст гарантии, и вы не получите нового ребенка. Хоть и немногочисленные, но существуют положительные примеры истории, когда питбуль-терьер становился собакой-спасателем, яркие моменты из шоу на выносливость, гордость от владения неординарной мощной собакой у вас дома. Но давайте не будем забывать о темной стороне его характера, о многочисленных примерах трагедий, когда ситуация вышла из-под контроля. На каждый положительный пример, приведенный выше, приходятся сотни и даже тысячи только зарегистрированных случаев трагедии с участием собак типа питбуль. Если вы рассматриваете американского питбуль-терьера как питомца, оценивайте не только породу и линию разведения, но и свой уровень подготовки в правильном воспитании. Готовы ли вы взять на себя ответственность и доверить своей собаке самое главное, что у вас есть – здоровье и жизнь ваших членов семьи? Разговоры о плохой породе или безопасной породе упрощают реальность. Ответственность всегда на человеке, который выбирает и воспитывает собаку. Все дело в нас самих, в людях. В каждом из нас множество противоречивых качеств. Человек может быть добрым, милосердным и страшным эгоистом одновременно. И какие собаки рядом с нами – это наш выбор. Что вы думаете об этом?